Сперва может показаться, что на видео браконьер хочет застрелить оленя, чтобы потом повесить его рога себе на стену. Однако на самом деле олень просто запутался рогами в сетке, ветках, и чтобы освободить его, пришлось прибегнуть к использованию огнестрельного оружия. Смотрим. На самом деле, вряд ли удалось бы решить проблему другим способом. Олень довольно пугливое животное, и во время испуга оно может быть весьма опасным, может травмировать человека копытами или рогами. Один егерь рассказывал, как им приходилось предварительно усыплять занесенное в Красную книгу животное специальными дротиками с ампулами, чтобы затем освободить его и тем самым спасти от неминуемой смерти. Однако нужное снотворное имелось не всегда, и тогда приходилось прибегать к разного рода хитростям. Иногда предварительно аккуратно стягивали копыта ремнями, дабы зафиксировать их, а иногда олень уже столько времени находился в запутанном состоянии, что ничего и не требовалось, так как у бедного животного на момент освобождения уже просто не было сил сопротивляться и после освобождения рогатого. Приходилось еще помогать ему восстановиться разными способами. Вообще рога оленю нужны только для битв во время брачного гона, и он может вполне прожить без таковых. Еще рога могут применяться для самообороны и защиты потомства от хищников, однако реального толка от них в данном направлении очень мало. Кстати, больше всего оленей проживает в Финляндии. Более того, это животное является символом страны озер, его образ даже напечатан в заграничном паспорте граждан. Если начать быстро перелистывать странички такого паспорта, то можно увидеть анимацию прыжка оленя. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.